Настало время, ребята, показать вам секреты, которые вы еще не видели. Конечно же, они будут сверхкрутые, вам очень понравятся. Не забывайте, что у меня есть Инстаграм и Дискорд, где я вас жду. Ссылочки в закрепленном комментарии. Ну а мы начинаем, ребята, исследовать новые секреты, которые еще, в принципе, мало кто знает. Но мы идем потихоньку. Скорее всего, будет две части этого видео, потому что секрет довольно-таки длинный, и надо будет вам все детально рассказать. Как видите, мы на фоне с вами Mystery Machine уже здесь находимся. Мы находимся с вами на VIP-сервере, не просто так, потому что нам все нужно будет делать для того, чтобы мы с вами открывали новые и новые секреты. Итак, что же у нас такого интересного? Во-первых, надо поправить мою прическу, потому что у меня там что-то на голове, короче, неправильное у меня. Итак, садимся в нашу Mystery Machine и кое-куда едем. Куда? Конечно же, в бункер. В бункере мы с вами должны будем включить все секреты, которые у нас только есть. И далее мы сразу же двигаем в заброшенный дом, чтобы получить этот код, который, да, включит нам фильм. Что за новые секреты вообще, в принципе, что мы ищем? У нас наконец-то есть, ребята, разгадочка. Разгадочка того, что же все-таки происходит в этом Брукхейвене. Что же, кто такой мистер Брукхейвен, что за источники энергии и прочее, вы скоро все узнаете, потому что у нас наконец-то началась развязочка. Итак, что у нас, в принципе, есть интересного? Ну, во-первых, ребята, как видите, мы с вами уже включили. Мы сейчас едем с вами в заброшенный дом, чтобы можно было быстренько получить этот код. Давайте мы сейчас ускоримся, а то слишком медленно мы ездим. 200, ребята, 200 это просто прекрасно. Давайте не 200, давайте, ну не знаю, 150 поставим, потому что 200, ну прям реально управлять тяжело этой машиной. Что прикольного в этой секретке, ребята? А то, что мы увидим с вами то, чего просто мы еще не знали вообще. То есть там такие вещи интересные, вам очень сильно понравятся. Так, ребята, быстренько запишите код 76521. Напишите в комментариях, ребята, чтобы я переписал. Так, даю вам 3 секундочки. Давайте быстренько пишите. Так, написали, ребята? Раз, два и три. Написали? Отлично, отлично. Итак, что у нас, ребята? 76521. Запоминаем код и идем в кинотеатр. Двигаем, ребята, обратно в кинотеатр. Точнее, не обратно, а двигаем в кинотеатр. Кто не видел, ребята, предыдущее видео, где у нас вышла обнова, я делал полный обзор этой обновы. Предыдущее видео смотрите, вы там все увидите. Итак, едем. Двигаем, ребята, с вами в этот кинотеатр. Мы туда вводим код, и у нас активируется первая секретка. Нам нужно будет все с вами активировать для дальнейших действий. Это будет очень интересно. Итак, заходим сюда, пишем. Так, и я надеюсь, что вы написали в комментариях код. Давайте сейчас посмотрим, что вы там мне пишете. Так, 76521. Пишем 76521. Бамс. Фильм у нас играет, все прекрасно, все так и должно быть, в принципе. Далее, что мы делаем? Мы садимся в нашу тачку. Генератор мы пока что включать не будем, я пока что не понимаю, нужен нам или нет, но тут дело в другом, На самом деле, ребята, нам нужно еще поставить новый дом, который у нас добавили. Давайте мы его не будем ставить где-нибудь на озере, давайте вот здесь его поставим, я думаю, тут будет очень удобно. Ставим новый дом, вы спросите, зачем? А там у нас, как я говорил в предыдущем видео, есть множество секреток, которые я хочу вам сейчас показать. Итак, ставим дом. У нас, как вы знаете, есть такая вот история Брукхейвена, где у нас все разворачивается так, как мы не представляли вообще. То есть у нас что? Есть мистер Брукхейвен, да, человек, который основал этот город. Есть агентство, которые делают какие-то непонятные, да, эксперименты и прочее. И также есть какие-то непонятные пришельцы, либо что-то в этом роде, но на самом деле я не понимаю, что это означает. Но здесь, в этом доме, есть секреточка, которая нам немножечко рассказывает, что к чему. Поэтому мы заходим сюда. Итак, обратите внимание на эту комнату. Это у нас управление, да, контроль управлением. Я не знаю, что это такое. Тут у нас важные, как вы видите, находятся разработки, да, военные. Это на самом деле военная база, я уже говорил. И не зря я сейчас нахожусь в таком костюме, потому что это действительно военная база и антуражик такой небольшой. Здесь у нас в этой части дома есть секреточка. Что это за секретка? Я вам показываю. Запрыгиваем вот сюда. И мы пролазим сквозь. Как видите, мы проходим. Оп, оп, запрыгнули, смотрите, видите? То есть здесь у нас находится в этой части секреточка. Но вы такие, ага, секретка и секретка, в принципе, да, ух ты, там можно даже наверх подняться, да?
Но, ребята, видите, тут у нас абсолютно ничего нет. Но все-таки есть. Ну, нужно присмотреться. Как вы думаете, вот напишите в комментариях, вот прямо сейчас вам даю время. Как вы думаете, что здесь за секрет? Вот напишите прямо сейчас в комментариях. Я вот даю вам буквально 5 секунд, пока я тут бегаю. Вы пишите в комментариях, и мы узнаем, что вы предполагаете. Те, кто еще не знает, что это за секрет, вы, скорее всего, напишите что-то очень интересное. Интересно почитать, конечно же. Итак, здесь на самом деле у нас есть еще один потайной проход, ребята, вы представляете? Это реально круто. И сейчас я вам покажу, что же это за потайной проход. Находится он вот здесь. Вот, давайте еще раз покажу. То есть вы запрыгиваете, да, вот в эту часть, вот эту часть вы прыгаете, бамс, заходите, далее поднимаетесь и идете вот сюда. Здесь у нас будет секреточка, вот такая, смотрите, видите, мы пролазим здесь. Пролезть, конечно, здесь тяжело, но реально. Смотрите, оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо, идем, хорошо. И вот они мы здесь. И мы видим здесь записку. Что же это за записка? Давайте я вам сейчас ее прочитаю. Но для этого, конечно же, нам понадобится бинокль. Давайте найдем с вами бинокль. Вот он, здесь недалеко уже есть. Хорошо. Берем бинокль и смотрим, что у нас здесь написано. Перевожу, ребята. Так, давайте мы сейчас кое-что сделаем. Сейчас вот так, оп, все, прекрасно. Итак, здесь у нас написано: дорогой генерал, после моего визита в госпиталь, да, это тот наш белый госпиталь, и исследования всяких практик агентства, да, то есть они специально, они знали, да, вот эти вот военные, это письмо, я так понял, человека, который, ну, непосредственно работает в этой, да, больнице. И тут он говорит, что наша медицинская команда и я сделали выбор уйти в отставку. То есть они бросают свою работу, да? Интересно, правда? А вы такие, что за отставка, да? Но он дальше пишет, что и вам советую сделать. И смотрите, у нас тут есть подпись, да? Офицер, ну так, я так полагаю, что это у нас типа старший медик, что ли, да? Или там, ну, грубо говоря, старший врач Авид. Авид или Эвид, не знаю, как правильно читается это имя, может быть, это какой-то псевдоним, не знаю, но у нас появляется новая ключевая фигура в этой истории. У нас появляется новый человек, которого зовут Авид, и на самом деле непонятно, кто он и где он может находиться. Да, очень непонятно, что, в принципе, кстати, не исключено, что он и может быть одним из вот этих вот зеленых человечков в той капсуле. Хотя я уверен на 100%, что это, блин, пришелец. Но мы имеем, ребята, то, что эти военные, то есть люди, которые здесь работают, они непосредственно знают про агентство и знают, что они делают. И они послали вот этого вот врача, да, наблюдать за всем этим. И после того, что они увидели, они решили уйти в отставку. Что же они такого увидели? Я предлагаю сейчас отправиться в больницу и посмотреть, что же увидели такого, да, что они просто взяли и решили уйти в отставку. На самом деле очень интересно. Давайте глянем. У нас тут недалеко уже как раз больница, это прекрасно. Мы сейчас туда с вами двигаемся и посмотрим, что там. На самом деле мы уже начинаем понимать то, что у нас теперь есть какая-то структура армейская, да, которая знает про агентство и пытаются каким-то образом предотвратить то, что они делают. Но мы знаем, что у нас как раз-таки в этой больнице единственное место, где есть намеки на агентство, это, конечно же, вот это вот второй этаж больницы, где у нас здесь происходят какие-то непонятные вещи. То есть, что у нас здесь нового добавилось с обновлением, ребята? Скорее всего, ничего. Но именно это, скорее всего, место и видели эти ребята. Но здесь складывается впечатление, что куда-то этот Авид все-таки пропал. Вот мне почему-то кажется, что он все-таки куда-то пропал. Куда именно, вы спросите? Я не знаю, но обратите внимание, у нас здесь есть вот эта метка агентства, как видите, да? И вот такой вот пистолет. Что это может означать? Непонятно, скорее всего, пистолет может быть агента, да? Либо здесь все-таки они схватили этого Авида и где-то держат. Где они могли его держать? Непонятно, но вспомните, у нас есть дом, старый, еще такой страшный, старый, серый, такой темный, да, дом, где под кроватью был допрос агентства, да, где мы видели с вами вот этот вот 2 стула там, да, под кроватью. Мне кажется, что там как раз таки и допрашивали
оставлю одного из этих вот армейских ребят, которые расследовали вот это вот все. Но на самом деле очень интересно, они наблюдали за какими-то практиками агентства, да, что они делают, непонятно, но мне кажется, что разгадаем мы это все в скором времени. Но это еще не все, ребята, абсолютно еще не все. У нас здесь, вы знаете, есть потайная комната, да, вот здесь она находится, мы сейчас двигаем с вами туда. Что у нас там? У нас здесь, если мы с вами телепортируемся, да, то мы кое-что увидим. Смотрите, тут у нас сервер disruption, там бла-бла-бла, и что-то происходит. И когда вы включаете, да, все секреты, которые нужно включить, у вас здесь появляется надпись, да. Давайте мы сейчас с вами пойдем на общий сервер, где я вам кое-что покажу. Вы будете очень удивлены. Итак, ребята, мы с вами зашли. Как видите, мы на общем сервере, то есть здесь у нас есть люди и все-все-все. И сразу же двигаем в эту больницу, потому что уже, скорее всего, здесь секретки все включены, да, и мы сможем все увидеть, потому что, ну, на випке мне, ну, реально впадло эти все секретки опять включать. Мне уже надоело бегать, эти генераторы тыкать. Так, ну, теперь мы заходим вот сюда, и обратите внимание, что у нас есть эта комната, в которой у нас кое-что написано. Посмотрите, у нас написано, что какой-то алгоритм сгенерирован. То есть такое ощущение, как будто вот все завязано на этой комнате, как будто у нас здесь что-то происходит и произойдет. И обратите внимание, что когда мы сюда заходим, в эту комнатку, да, у нас была вот здесь надпись. Сейчас ее нет, как видите. Но смотрите, что у нас есть еще. Если мы зайдем вот в эту комнату, видите, которая у нас вторая, то здесь мы находим еще одну подсказку, ребята. Очень большую подсказку, которая нам расскажет новый секрет и новую историю. Что же здесь написано? Здесь написано, смотрите, ну тут, конечно, написано больше таким стишком, но я не вижу смысла вам как-то еще переводить в стишке, поэтому я дословно переведу. Тут написано: единственный выход — найти силу, да, вот этот источник энергии, так скажем, который не видно, это найти историю, связанную с зеленью. Что это вообще такое? Как история может быть связана с зеленью? И на самом деле, ребята, это очень интересно. Как это можно перевести, ребят? Во-первых, смотрите, у нас опять здесь есть фотография вот этого вот человека, ФБРовца, да, которого у нас, я не знаю, с ним что-то произошло. То есть его, помните, если посмотреть первый фильм, который мы видели здесь, то мы сразу с вами можем понять, что с ним что-то произошло, агентство знает про него, и агентство, возможно, с ним что-то плохое сделало. И он нам оставляет вот такие вот некие подсказки. Скорее всего, в этой комнате, да, его как-то пытали, либо что-то пытались сделать. И он вот писал такие вот записки. Что это означает, ребята? Единственный путь, да, чтобы мы поняли, как источник энергии вообще проявляет себя, как его можно найти, это найти какую-то историю. Где ее искать? Вопрос очень интересный, ребята. Но есть у нас здесь сразу подсказка, как нам эту историю можно найти. Написано, что эта история связана с зеленью. Что это может быть за история, связана с зеленью? Я уже знаю, где эта секретка, ребята. Да, я знаю, где эта секретка, и я обязательно вам покажу. Разгадку этой секретки до конца, продолжение вы увидите в следующем видео. Поэтому, если вы хотите, чтобы оно вышло как можно быстрее, прямо сейчас ставь лайк. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет видео. И я обещаю. Ну, не забывай смотреть вот это видео. Оно очень интересное, там полный обзор, есть обновление в Brookhaven, которое очень тебе понравится. Вот прямо сейчас вот бери и кликай вот прямо сюда.